Глава 381. Подчинение демона редкими магическими сокровищами. Устанавливайте формацию. Громко закричала Фэн Саньян, взмахнув голубым знаменем в руках, из которого в ту же секунду кругами стала выходить синяя пульсация. Остальные последовали ее примеру, молча начав размахивать флагами формации. В одно мгновение сияющий блеск охватил их всех. Внезапно разразилось несколько вспышек света, после которых все они бесследно исчезли. На том месте, где они были только что, было видно только спокойное море. Через мгновение две полоски света пролетели мимо этой области со скоростью молнии, как будто действительно спасались от гибели. Белый туман последовал за ними. Как только белый туман впал в область магического заклинания, вокруг него появилось лазурное сияние, которое тотчас же превратилось в огромный барьер синего света, полностью охватив его. В этот момент Фэн Саньян и другие появились вокруг барьера. Все они подняли свои флаги и направили их на световой барьер, в результате чего оттуда высвободились световые лучи синего света, толщиной с чашу для риса. Поскольку огромный световой барьер поглощал лучи, его блеск становился все ярче, и его цвет становился все глубже. После этого желтая и золотая полоски света немедленно подлетели к барьеру. Затем свет исчез, являя всем старейшину Мя и высокого человека с длинными грязными волосами. Хорошо, молодцы. Теперь вы должны противостоять контратаке зверя и позволить нам использовать эту возможность, чтобы выманить его с помощью наших редких сокровищ. Воскликнул старейшина Мя с радостным выражением на лице. Переглянувшись со старейшиной Гу, каждый из них потянулся к своей сумке для хранения и вынул пару древних медных копий. Однако они не выглядели какими-то необычными. Двое старейшин 6 объединенных павильонов что-то начали бормотать себе под нос. Затем их копья стали испускать желтое свечение, которое постепенно становилось все ярче. В этот момент человекоподобный дикий карп, казалось, понял, что он оказался в ловушке. Раздалась серия оглушительных, печальных криков, 300-метровый белый туман внезапно отступил назад к его центру. В мгновение окон сократился до 40 метров, образуя молочно-белый туманный барьер. В то же время звуки грома и вопли, которые доносились из тумана, слились в один звук, оглушая культиваторов, окружающих формацию. Это вызвало небольшое волнение у культиваторов. Внезапно вопль прекратился, а из тумана вырвалось бесчисленное множество синих световых сфер, размером с кулак, которые тут же стали атаковать барьер в надежде сломать его. Каждая сфера несла с собой невероятный импульс силы, который будоражил сердце каждого культиватора. Когда световые сферы оказались в 30 метрах от барьера, они выпустили сияющие лазурные облака. Часть световых сфер вспыхнула в их облаках и исчезла, а затем снова появилась над белым туманом. За этим последовал удар. Часть этих атак действительно отбросила назад заклинанием формации. Однако некоторые световые сферы были настолько велики, что они сумели поразить синий барьер. Внезапно синий барьер и белый туман слились в яростной схватке, озаряя все вокруг сино-белыми вспышками. Стены светового барьера беспрерывно тряслись. Разразились белым сиянием, но свет белого тумана исчез с одной вспышкой. Синий и белый свет мерцали, переплетаясь друг с другом, казалось, будто световой барьер вот-вот рухнет. Все, быстро используйте больше магической силы. Это одно из смертельных техник человекоподобного дикого карпа — божественный водяной гром. Нам нужно выстоять всего несколько минут. Закричала Фэн Саньян с раздраженным выражением на лице. Затем она проговорила какое-то заклинание и вытолкнула сущность крови к знамени в руке. Его голубой цвет стал намного ярче, испустив световой луч в несколько раз толще предыдущего, который сразу же установил световой барьер. При виде этого остальным ничего не оставалось, кроме как использовать свои собственные техники, чтобы усилить поддержку светового барьера своей магической силой. Хань Ли был несколько удивлен. Он не ожидал, что человекоподобный дикий карп на самом деле будет сражаться изо всех сил. Свирепость этого демонического зверя была поистине просто невероятной. Над магической формацией 2 медных копья культиваторов стадии формирования ядра начали свою странную трансформацию. Пока старейшины повторяли загадочное заклинание, желтый свет, испускаемый копьями, увеличивался на дюйм за дюймом, а длинные копья стали направляться вниз, к центру белого тумана. Человекоподобный дикий карп в белом тумане, казалось, почувствовал опасность, которая нависла над ним, и внезапно издал оглушительный крик. Белый туман постепенно стал вращаться на невероятно высокой скорости. Через короткое мгновение он образовал огромный вихрь из воздуха и потоков воды. Эта воронка также излучала синее сияние, которое было не менее опасным, чем божественный водяной гром. Цин Сюаньцзы и остальные, хотя и старались не подавать виду, нервно взглянули на Фэн Саньян.
Однако, она была напугана не меньше их и, похоже, не знала, какую удивительную магическую технику использовал человекоподобный дикий карп. Выражение лица Ханьли стало мрачным, когда он молча приказал кривой душе направить всю свою магическую силу в знамя. Хотя он не знал, какие божественные способности использовал человекоподобный дикий карп, было ясно, что эта атака может освободить демонического зверя. Таким образом, Ханьли невольно уставился на небо в сторону двух копий старейшин, которые уже достигли около 30 метров в длину, испуская яркое кольцо света. Затем старейшины создали заклинание жестами, пристально взглянув на огромные копья. Их первоначальное заклинание продолжало расти, однако их лица уже были покрыты потом. Внезапно жалостливые крики зверя раздались с новой силой, как огромная, белосиняя воронка столкнулась со световым барьером, словно удар молнии. Воронка была более 100 метров в высоту, оказывая невероятное давление на окружающее пространство. Лица конфуцианского ученого и молодой женщины рядом с ним внезапно побледнели, как будто они истекли кровью. Поскольку эта страшная атака направлялась к его углу формации, он внутренне проклинал всех на свете. Он беспомощно стиснул зубы и окутал свое тело ослепительным барьером, который мерцал сино-желтым сиянием. Затем он изо всех сил схватился за знамя и вылил всю свою духовную силу в него, в результате чего оно выстрелило лучом света, который был во много раз толще, чем раньше. Как только это произошло, огромная воронка врезалась в барьер, потеряв всю мощь своей атаки, и, похоже, это не произвело никакого эффекта на барьер. Внезапно раздалась серия взрывов. Световому барьеру удалось выстоять короткое мгновение, прежде чем он рухнул среди ужасных воплей зверя. Кривая душа и другие культиваторы, поддерживающие формацию, были ошарашены и невольно сплюнули кровь из своих ртов. В тот момент, когда конфуцианский ученый средних лет выплюнул кровь, его компаньонка Падая отлетела от него метров на 100. В тот же миг, когда развалилась великая формация, и культиваторы стадии заложения фундамента побледнели, как вдруг с неба эхом раздался крик: «Демонический зверь, встречай свою смерть!». Как только голос затих, две огромные полосы желтого света, словно столпы молнии, врезались в воронку. Внезапно пронзительный вопль затих, а туман стал постепенно рассеиваться, являя всем облик демонического зверя. Тем временем два медных копья вернулись в свое изначальное состояние, а вспышки желтого света все еще отражались от моря, достигнув тела зверя. Ханьли тут же заставил кривую душу вытащить духовный камень среднего ранга, чтобы незамедлительно восстановить свою магическую силу, наблюдая за тем, что происходит внизу. Человекоподобный дикий карп выглядел действительно очень странно. У него была голова человека и туловище карпа. В нижней части тела было 4 человеческих руки, а также 2 плавника, которые больше напоминали крылья. Но самое странное было то, что в каждой из его 4 рук он держал странный предмет: огромная крабовидная черепаха, длинное коралловое копье, белая жемчужина размером с яйцо и раковина серебряного моллюска. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что предметы в его руках были драгоценными сокровищами. На лице карпа была изображена мука, как будто он все еще кричал. Как только Ханьли увидел острые зубы в открытой пасти, он был ошеломлен сильнее прежнего. Трехметровое туловище карпа все еще продолжало метаться из стороны в сторону, пытаясь вырваться от 2 медных копий, которые пронзили его. Однако 2 медных копья, казалось, были созданы специально для борьбы против демонических зверей. Независимо от того, сколько он боролся, копья были жестко прибиты к неподвижной воде. Казалось, будто они поедали зверя. 2 старейшин, которые бросили медные копья, были так же истощены, как Ханьли и другие. Было очевидно, что высвобождение этих 2 редких сокровищ несколько повредило их первородную ци. Однако они метнулись к карпу с довольным выражением на лицах. Другие культиваторы стадии заложения фундамента с жадностью уставились на карпа. Но когда они заметили взгляд Фэн Саньян, которая посмотрела как тигр, наблюдавший за своей добычей, они полностью отказались от своих жадных намерений, сглотнув слюну, и просто стали наблюдать за тем, как 2 медных копья подавляли зверя. 2 культиватора стадии формирования ядра взволнованно подлетели к нему. Но когда они оказались всего в 100 метрах от человекоподобного дикого карпа, сильный порыв ветра вырвался из-под демонического зверя. Километр морской поверхности конденсировался в сияющий белый лед со зверем в центре и взмыл к небу, набросившись на культиваторов в стадии формирования ядра. Это внезапное и неожиданное событие привело всех в ужас. Глава 382. Учжоу. Абсолютная дьявольская цинь. Старейшины, похоже, узнали эту черную ауру и тревожно вскрикнули. Они быстро отлетели, как будто увидели ядовитого скорпиона.
Черная аура не стала их преследовать, а спустилась обратно в океан, словно шипящая змея, сгущаясь в черный вихрь со стороны ледяной шары, в которой находился человекоподобный дикий карп. Черный вихрь постепенно успокоился, являя всем мужчину и двух женщин. Мужчина был низким, скрюченным и худощавым, у которого было рябое лицо. Женщины были одеты в красивую одежду, состоящую из рубашки без рукавов и короткую юбку. Однако они были окутаны зловещей, темной, холодной аурой. Обе эти женщины были культиваторами на поздней стадии заложения фундамента. Хотя Хань Ли не мог видеть уровень культивации старика, он был уверен, что он также был культиватором. Старейшина Мя ясно узнал этого человека и яростно закричал: «Учжоу! Что делаешь? Ты что, собираешься развязать войну с нашими 6 объединенными павильонами?» Скрюченный юноша заговорил с большим высокомерием: «Война. Мне совершенно это не интересно. Но поскольку предок моего клана уходит в уединение на глубину океана, ядро этого демонического карпа будет моим поздравительным подарком. Боевой предок Цзэнь Инь уходит в уединение». Слова юноши напугали двух старейшин 6 объединенных дворцов. Они тревожно переглянулись между собой. Когда другие культиваторы услышали это, их лица стали смертельно бледными. Даже надменный конфуцианский ученый средних лет дрожал от ужаса. Когда Хань Ли увидел это, он был удивлен. У этого боевого предка Цзэнь Иня на самом деле была такая огромная репутация. Однако он чувствовал, что аура этого юноши показалась ему знакомой. Немного поразмышляв, Хань Ли понял, что техника того юноши была похожа технику божественного кровавого света, которую культивировал император Юэ и Кривая Душа, хотя он и был гораздо слабее. Он тут же вспомнил о манускрипте «Абсолютный инь», о котором упоминалось в серой нефритовой пластинке. Хань Ли подумал, неужели это имеет какое-то отношение к этой абсолютной дьявольской ци-инь? Но Хань Ли не успел как следует об этом поразмыслить, как старейшина Мя громко вскрикнул: «Учжоу, ты много болтаешь. Неужели его уединение 100 лет назад на грани жизни и смерти позволило ему сделать огромный прорыв? Не говорите мне, что ваш предок теперь на средней стадии зарождения души». Когда Учжоу услышал это, он завыл от смеха. «Хе-хе, ваши 6 объединенных павильонов действительно невежественны. Кто сказал вам, что предки моего клана начали культивировать, чтобы достичь средней стадии зарождения души? Мой предок вошел в уединение, чтобы культивировать несравненное дьявольское искусство. Он оставил уединение, потому что он достиг большого прогресса в нем», — гордо сказал Учжоу. Старейшина Мя и старейшина Гэу были ошеломлены, не зная, врал он или говорил правду. «Поскольку теперь вы знаете о величии моего боевого предка, я забираю этого демонического зверя. Ваши 6 объединенных павильонов же не собираются оскорбить остров Цзэнь-Инь», — зловеще сказал Учжоу, глядя на их выражение. Услышав его слова, лицо старейшины Мя побледнело, и глаза старейшины Гэу сверкнули так, как будто он что-то подумал, но они оба молчали. Остальные же невольно отступили на несколько шагов назад, не желая вмешиваться. Когда Фэн Саньян увидела это, она беспомощно нахмурилась. Все, кто был здесь, были приглашены только ради сражения с демоническим зверем. Они не были подчиненными 6 объединенных павильонов. В нынешней ситуации 6 объединенных павильонов действительно оказались в невыгодном положении. Хотя у 6 объединенных павильонов изначально было 2 культиватора стадии формирования ядра, их первородная ци сильно пострадала, когда они активировали древние сокровища, противоположные небесные копья. Юноша по имени Учжоу был культиватором на ранней стадии формирования ядра, но он культивировал лучшую технику дьявольского да в море рассеянных звезд, абсолютная дьявольская ци. Он был намного сильнее обычных культиваторов стадии формирования ядра, более того, у него была поддержка боевого предка Цзэнь-Иня, зловещего дьявольского лорда, который был известнее всем в области моря рассеянных звезд, которые никто не осмеливался провоцировать, однако то, что Учжоу мог увести из-под носа человекоподобного дикого карпа, было большое унижение для 6 объединенных павильонов. Мало того, что все их усилия будут напрасными, это также повлияет на их дальнейшую репутацию. Учжоу холодно фыркнул и высокомерно подошел к карпу. Его рука вспыхнула черным сиянием, и в ней в тот же миг появилась черная дьявольская сабля. Отрубив голову саблей странному зверю, он вынул демоническое ядро. 2 женщины в этот момент следили за старейшинами Мя и Гэу с неба. Лицо Фэн Саньян помрачнело, но поскольку старейшина Мя и Гэу по-прежнему молчали, она не решилась начать действовать. Хан Ли и другие молча наблюдали за ним, не смея сказать ни слова. Они боялись накликать на себя беду. Вскоре после этого Учжоу вытащил из головы зверя голубую нефритовую сферу. На его лице была радость. Затем он направился к магическим сокровищам карпа, которые он держал в руках. В его глазах сверкала жадность.
Но как только он поднял свою дьявольскую саблю, старейшина Гэу остановил его, проговорив мрачным голосом: «Молодой мастер, ваш предок, можно сказать, давно дружит с нашими павильонами. Вы можете взять все сокровища демонического карпа, однако нашим 6 объединенным павильонам требуется демоническое ядро. Мы должны вернуть его, иначе мы не сможем вернуться назад». Старейшина Гэу говорил безразличным тоном, безо всякой интонации. Когда Учжоу услышал это, он холодно рассмеялся и продолжал рубить карпа, игнорируя его слова. Разрушив руку демона, он крепко схватил синий коралл в свои руки. При виде этого старейшина Гэу смягчил лицо и вздохнул, передавая свой голос Учжоу. Услышав его, Учжоу внезапно остановил свою саблю, а на его лице появилось удивление. Он опустил дьявольскую саблю и закрыл рот рукой от удивления, как будто хотел что-то сказать. Старейшина Гэу сказал еще что-то. Эта странная сцена совершенно озадачила Хань Ли и остальных. Однако старейшина Мя просто парил в воздухе, не обращая внимания на то, что происходило. «Я тебе не верю. Предоставь мне доказательства». Учжоу внезапно покачал головой и холодно закричал. Было неясно, специально он крикнул это или случайно забыл использовать технику передачи звука. Когда Хань Ли и другие услышали это, они удивились еще больше. Переглянувшись между собой, на лицах у старейшин Мя и Гэу появилась ярость. «Прекрасно, вот доказательство нашего статуса». С ледяным выражением он взмахнул рукой и выпустил черный свет. Учжоу поймал его без каких-либо усилий. Хань Ли пристально наблюдал за этим, в то время, как его сердце трепетало, но он мог только ясно видеть произошедшее, благодаря его духовному чутью. Это был командный медальон, вырезанный в форме злобной головы призрака, которая испускала слабый черный ци. Тщательно осмотрев, Учжоу узнал его. Сердце Хань Ли забилось быстрее, у него было нехорошее предчувствие. Он поспешно повернул голову, но то, что он увидел, привело его в ужас. Остальные были сбиты с толку, наблюдая за действиями 3 культиваторов стадии формирования ядра. Однако лицо Цин Сюаньцзы выглядело смертельно белым, и он начал по-тихому отступать, крепко сжав кулаки. В мгновение ока он уже оказался в 100 метров от них. Когда он увидел, что Хань Ли смотрел на него, он сначала испугался, а потом горько улыбнулся. Затем он превратился во вспышку лазурного света, улетев от них на самой максимальной скорости, которую только мог развить. При виде этого сердце Хань Ли ушло в пятки. Он мгновенно отреагировал, хлопнув по своей сумке для хранения и поспешно высвободив свою лодку божественного ветра. Перетащив кривую душу на свой летающий инструмент, он вскоре превратился в полоску белого света и поспешно скрылся в сторону маленького, безымянного острова. Странные действия Цин Сюаньцзы и Хань Ли ошеломили Фэн Саньян и других культиваторов. Когда старейшины Гэу и Мя увидели это, у них на лицах появились мрачные выражения: «Мы берем на себя ответственность убить тех, кто бежал. Остальное я оставляю на тебя, старший брат О». Не дожидаясь ответа Учжоу, старейшина Гэу и Мя превратились в 2 полоски света, которые бесследно исчезли в направлении Хань Ли и Цин Сюаньцзы. Учжоу холодно фыркнул. Несмотря на то, что он старался выглядеть непринужденно, он с ужасом посмотрел на недоумение культиваторов стадии заложения фундамента. «ГМ. Кажется, вам не повезло, потому что вы все увидели то, чего не должны были видеть. Теперь мне придется забрать ваши души». Учжоу развел руками, в ту же секунду небо и море окутал зловещий ветер, который нес в себе огромное давление, мгновенно охватившее Фэн Саньян и остальных. Глава 383. Битва с культиваторами стадии формирования ядра, движущаяся благодаря духовной энергии Хань Ли, который находился на поздней стадии заложения фундамента. Лодка божественного ветра напоминала стрелу, выпущенную из лука. При виде того, что до рифа оставалось совсем немного, Хань Ли внутренне вздохнул с облегчением. Но когда он повернул голову, чтобы вытереть пот, он почувствовал, что кровь в его жилах застыла, поскольку позади него что-то появилось. Хотя Хань Ли был в шоке, он мгновенно отреагировал, заставив свою лодку божественного ветра сдвинуться в сторону. Спустя мгновение лодка божественного ветра была уже в 40 метрах от того места. Почти в ту же секунду желтая полоска света пронзила то место, где только что был Хань Ли. Примерно в 100 метров желтый свет остановился и исчез, являя силуэт человека. Хань Ли вытер холодный пот с лица и посмотрел на этого человека с горькой улыбкой. У человека перед ним были длинные, грязные волосы. Это был старейшина 6 объединенных павильонов. В этот момент старейшина Гэу топнул ногой по земному желтому летающему диску и взглянул на него так, как будто Хань Ли уже был трупом в его глазах. Что касается формации, которую установил Хань Ли, она была в 40 метрах позади него, что сильно потрясло Хань Ли.
Однако Хань Ли четко понимал, что мольбы о милосердии бесполезны. Ему ничего не оставалось, кроме как сразиться с этим экспертом стадии формирования ядра и попытаться заманить его в ловушку своей формации. Думая так, Хань Ли решительно отдал кривой душе приказы. Он тут же вспыхнул и заградил Хань Ли собой. В этот же момент его тело выпустило слабый кроваво-красный свет, который пах кровью. В этот же момент в руках Хань Ли появилось два магических инструмента. Увидев, что Хань Ли и кривая душа решили упрямо сопротивляться, глаза старейшины ГУ засияли зловещим блеском. В ту же секунду он отдал приказ своему летающему диску, в результате чего диск издал пронзительный крик. Затем диск покрылся желтым сиянием и окутывал все его тело желтым светом, словно доспехи. Внезапно старейшина ГУ взмахнул руками, и в ту же секунду в сторону Хань Ли и кривой души метнулся рой лезвий в форме полумесяца. Хотя Хань Ли был встревожен, он также почувствовал облегчение. Его магическое сокровище было таким же быстрым, как атаки Лей Ваньхэ, свидетелем которых он был раньше, что позволяло ему спасти свою жизнь. Хань Ли стал увереннее в себе, он тут же взмахнул рукой и высвободил огромный черепаший панцирь. В другой руке он держал сверкающее маленькое зеркало, которое прямо вытолкнуло туман из лазурного света к приближающимся световым лезвиям. Пронеслась череда последовательных взрывов. Передняя часть лезвий замедлилась под действием лазурного светового тумана. Но как только остальные лезвия вошли в область лазурного света, лазурный свет рассеялся на тысячи направлений. Треск. В этот же момент зеркало в руке Хань Ли треснуло на две части, в результате чего оно стало непригодным для использования. Хань Ли тут же выбросил зеркало, не тратя время на жалобы, и тут же снова похлопал по своей сумке, высвободив 2 полоски черного света и 5 полос белого света. Однако этого явно было недостаточно для Хань Ли. В ту же секунду по обе стороны от Хань Ли вспыхнуло по белых световых вспышек, за которыми появилось 4 пары марионеточных солдат. Он использовал все свои средства, чтобы вступить в бой. Не успел он произвести все приготовления, как рой лезвий вонзился в его черепаховый панцирь. Когда лезвия коснулись панциря, на нем в тот момент появились бесчисленные глубокие трещины. Спустя всего несколько коротких минут панцирь черепахи треснул и развалился на части под атакой роя лезвий. В тот же момент 7 магических инструментов Хань Ли появились перед кривой душой и стали непрерывно вращаться вокруг него, образуя черно-белый барьер из светлых полос. Естественно, эти магические инструменты высшего ранга тоже не могли противостоять ослабленным атакам лезвий в форме полумесяца. Когти черного дракона и 5 белых летающих лезвий мерцали и беспрерывно вращались. Поскольку не было ничего, чтобы могло заблокировать атаки роя лезвий, они пронзили кривую душу, который неподвижно стоял перед Хань Ли. Кривая душа внезапно испустил протяжный крик, отбрасывая кроваво-красный свет, который окружал его тело. В мгновение свет превратился в огромного красного дракона, который метнулся вперед, размахивая когтями и обнаженными клыками. Красный свет и лезвия столкнулись, в то время, как марионетки Хань Ли выпустили рой стрел, что усилило атаку дракона, и на какое-то время поставило ситуацию в тупик. Хань Ли был в восторге от такого поворота событий, в то время, как старейшина ГУ был крайне удивление. Но затем культиватор стадии формирования ядра презрительно фыркнул и взмахнул руками, высвобождая очередную порцию желтого сияния. Когда Хань Ли увидел это, он запаниковал, поскольку потратил большую часть своих драгоценных магических инструментов, чтобы заблокировать атаку лезвий. Если его враг начнет другую волну атак, ему не сдобровать. Пока Хань Ли пребывал в панике, лицо культиватора стадии формирования ядра внезапно изменилось. Возможно, Божие провидение вмешалось в ход событий, однако внезапно щеки старика покраснели, а затем побледнели. Затем желтый свет вокруг его тела потускнел, его тело задрожало от боли. Старейшина ГУ внезапно почувствовал сильную тревогу. Он прекрасно понимал, что это было вызвано опрометчивым использованием его духовной энергии, когда он еще не оправился от более раннего ущерба его первородной ци. Однако ему всего мгновения не хватало, чтобы с легкостью избавиться от Хань Ли. Этот поворот событий заставил Хань Ли ликовать от радости. Он мгновенно отреагировал, воспользовавшись этой возможностью, схватив кривую душу, а затем метнулся к безымянному острову со скоростью молнии, оставив позади себя дракона и марионеточных солдат, поскольку не смог бы их высвободить снова вовремя. Старейшина ГУ был вне себя от ярости. Если бы он действительно позволил Хань Ли ускользнуть у него из-под носа, ему ничего не оставалось, кроме как еще больше навредить своим травмам. Стиснув зубы, он использовал духовную силу своего тела и насильственно подавил свои раны, решительно последовав за Хань Ли, превратившись в полоску ослепительного желтого света. Летящему на большой скорости Хань Ли удалось пролететь 100 метров в одно мгновение. Когда Хань Ли вошел в свою формацию, полоска желтого света последовала за ним.
Старик Г.У. ухмыльнулся, решив, что сможет убить его с одного удара, и его глаза внезапно вспыхнули от света. Пейзаж перед ним мгновенно изменился. Безымянного острова нигде не было видно, и он оказался над огромным нефритовым морем под огромным давлением, удерживающим его на месте. Ограничительное заклинание. Выражение лица старейшины Г.У. стало мрачным. Хотя он был несколько шокирован тем, что здесь оказалось ограничительное заклинание, он был совершенно спокоен. В конце концов, слабые колебания заклинания указывали на то, что это не было какое-то мощное ограничительное заклинание. Он был уверен, что с легкостью сможет прорваться. С этой мыслью выражение лица старейшины Г.У. стало холодным, а его тело засветилось ослепительным желтым светом. Естественно, то, что Хань Ли видел в своей лазурной водно-нефритовой формации, было совершенно иначе, чем то, что видел его старик. Он легко смог покинуть формацию на своей божественной лодке. Хань Ли думал о том, что ему нужно бежать как можно дальше, невольно повернув голову в сторону формации. Выражение лица Хань Ли стало мрачным. Он увидел, как старик Г.У. превратился в желтую вспышку молнии и врезался в его формацию. Когда Хань Ли увидел, что он вот-вот прорвется, выражение Хань Ли побледнело. Если бы Хань Ли попытался сбежать, преследователь бы вырвался и снова настиг его. Учитывая большое расхождение в скорости между магическим сокровищем и его лодкой, старик бы с легкостью догнал Хань Ли. Пока Хань Ли колебался, несколько слоев ограничительного заклинания уже были разрушены. Хань Ли ничего не оставалось, кроме как попытаться убить старика. В ту же секунду он стал приближаться к формации вместе с кривой душой. Но когда они приблизились к старейшине Г.У., их цель, казалось, что-то почувствовала. Старейшина Г.У. внезапно остановился и стал оглядываться по сторонам с серьезным выражением лица. Хань Ли нахмурился. Маленький лазурный флаг появился в его руке по вспышке света, флаг управления формацией. Прошептав заклинание, Хань Ли внезапно бросил флаг. Флаг превратился в полосу лазурного света, которая слилась с формацией. После этого сцена перед глазами старейшины Г.У. снова изменилась. Теперь он был окружен бушующей бурей, а давление, которое окружало его, увеличилось в несколько сот раз. В результате чего он почувствовал бессилие во всем своем теле. Глава 384. Обезглавливание старейшины, в то время, как тело культиватора стадии формирования ядра замедлилось из-за ограничительного заклинания, в него выстрелило несколько десятков полупрозрачных белых копий. Внезапно вялое тело старейшины Г.У. снова стало проворным. Ему удалось развернуться и поднять руку, высвободив огромный желтый полумесяц. В мгновение ока он полностью разбил все ледяные копья, однако в ту же секунду ледяная змея выстрелила из другого направления и атаковала его. В то же самое время морская вода за старейшиной Г.У. разошлась в стороны, являя кроваво-красный луч света. Поскольку луч света был выстрелен с близкого расстояния на огромной скорости, старейшина Г.У. не смог вовремя уклониться, находясь под действием ограничительного заклинания. Он нахмурился и окутал свое тело желтым сиянием, пытаясь блокировать атаку. Толстый, кроваво-красный пучок света, пронзивший руку старейшины, заставил его потерять равновесие. В то же время с другой стороны вспыхнул лазурный свет, за которым последовал Хань Ли, отчаянно размахивающий огромным лазурным мечом в руках. Старейшина Г.У. был в панике. Там действительно никого не было. Что это за странная техника движения? Хотя он был удивлен, он мгновенно отреагировал, вызвав внезапный всплеск желтого света на своем теле, чтобы заблокировать огромный меч Хань Ли. Хань Ли засмеялся и исчез из поля его зрения. Затем старейшина Г.У. услышал шорох ветра вокруг себя и увидел несколько красных нитей, которые неслись прямо к нему. Летающие иглы. Старейшина Г.У. был ошеломлен. Он, естественно, знал о таком виде тайного оружия, которое было широко известно во всем мире культивации. Желтый свет вокруг его тела ярко сиял, словно пытаясь уничтожить коварные магические инструменты. Однако он невольно попал в ловушку Хань Ли. Бабах, Хань Ли снова появился за ним и качнулся вниз, заставив желтое сияние покачнуться. Десятки красных нитей вонзились в его желтое сияние, словно змей. Через секунду они уже проникли на метр вглубь и продолжали врезаться глубже. Глаза старейшины Г.У. сверкали одновременно тревогой и яростью, когда он потянулся к своей сумке для хранения. Он понял, что, находясь в этой формации, в дополнение к этим странным атакам и его пострадавшей первородной ци, ему будет трудно победить. Но он не успел даже еще ничего вытащить из его сумки, как перед ним появились две большие толстые полосы кроваво-красного света, которые на огромной скорости метнулись в его тело.
Попав под атаку Ханьли вместе с ловушкой из летающих игл, желтое сияние его тела сильно ослабло, что позволило некоторым полоскам кроваво-красного света пронзить его желтое сияние. Лицо старейшины ГУ мгновенно стало смертельно бледным. Но, будучи культиватором в стадии формирования ядра, он почувствовал, как кроваво-красная полоса пронзила его желтое, защитное сияние, и вместо того, чтобы вынуть сокровище со своей сумки для хранения, он внезапно приложил все силы своего тела, чтобы увернуться. Через мгновение обе полоски кроваво-красного света достигли своей цели. Одна из полосок просвистела мимо его уха, не задев его. Другая полоска, хотя и вонзилась в одну из его жизненно важных точек, она оставила после себя всего лишь маленькое отверстие в плече, откуда прыснуло несколько капель крови. Старейшина ГУ закричал от боли, невольно опустившись на колени. Но это были далеко не последние атаки Ханьли. Фигура кривой души внезапно появилась на горизонте, выпустив два кроваво-красных луча из своих поднятых рук. В тот же момент Ханьли, держа в руке серебряный меч, прочертил им огромную дугу, состоящую из ударов по желтому сиянию. Каждый взмах эхом отражались за каждой проведенной чертой. Другой рукой он достал толстую стопку талисманов и выпустил шквал бесчисленных огненных шаров и ледяных копий. В следующие моменты вспышки ослепляющего сияния и звуки взрывов зазвенели в ушах старика. Постепенно придя в себя от боли, старейшина ГУ впал в панику. Он чувствовал, что из-за давления формации и беспрерывных атак со стороны его врага, а также из-за того, что его магическая сила была на исходе, он не может поддерживать желтое сияние, которое защищало его тело. Не обращая внимания на последствия, он использовал секретную технику для насильственного высвобождения магической силы. Однако он не успел завершить технику, как заклинание Ханьли произвело пронзительно холодный звук. Внезапно морская вода, окружающая старейшины ГУ, начала закручиваться в вихрь, мгновенно увеличив свое огромное давление, воздействующее на его тело, в несколько раз. Желтое сияние, будучи на пределе своих возможностей, издало печальный свист и погасло. Старейшина ГУ не верил своим глазам. Теперь, когда не было преграды для летающих игл, они мгновенно пронзили все его жизненно важные точки за доли секунды, в результате чего старейшина ГУ свалился на колени. Серебряный свет вспыхнул рядом с ним, являя перед ним Ханьли, а потом голова старейшины 6 объединенных павильонов оказалась в 10 метрах от него. В ту же секунду из обезглавленного трупа брызнул кровавый фонтан, наполняя воздух запахом крови. Ханьли глубоко вдохнул, подошел к трупу и сорвал у него с пояса сумку для хранения. В то же время кривая душа забрал магическое сокровище в виде чаши. Затем Ханьли и кривая душа быстро скрылись с поля боя на своей лодке божественного ветра. Пролетев всего 15 метров, Ханьли опустил свою лодку к морю и погрузился на сотни метров в глубину. Затем он убрал лодку и вынул муслиновый плащ, который мог скрывать ауру, обернув его вокруг кривой души и самого себя. Затем они использовали безымянное заклинание, чтобы скрыть свою ци. Вскоре после этого их настигло чьё-то грозное и гневное духовное чутье, пронесшееся над близлежащими участками моря. Хотя духовное чутье тщательно обыскало всю местность, его владелец не смог найти никаких следов Ханьли или кривой души. В ярости он бросился обыскивать другую область. Только после этого Ханьли, наконец, смог расслабиться. Естественно, он не собирался так рано выходить их море. Вместо этого он выпустил синий световой барьер, чтобы отделить его и кривую душу от океана, а кривая душа начал медитировать. Таким образом, он скрывался в океане более чем полмесяца. В те дни владелец этого духовного чутья не хотел сдаваться и неоднократно прочесывал близлежащую территорию несколько раз. Но Ханьли всегда замечал его присутствие и раньше него успевал скрыть свое присутствие, в результате чего он и не был обнаружен. Теперь, когда духовное чутье не появлялось в течение нескольких дней, Ханьли, наконец, осмелился действовать. Осторожно проплыв под водой около 50 километров, он, наконец, вылетел из морской воды, поднялся вверх и улетел отсюда на максимальной скоростью. Естественно, он не мог вернуться на остров отважных звезд, ему пришлось искать другое место, где бы он мог остаться. Хотя он и не знал, какие отношения были между старейшинами 6 объединенных павильонов и юношей по имени Учжоу, они, наверняка, решили заставить его замолчать. Но будучи всего лишь культиватором стадии заложения фундамента, он не мог сравниться с 2 культиваторами стадии формирования ядра. Таким образом, ему было лучше сбежать куда подальше от сферы их влияния. Было действительно неудачно потерять 3 своих магических инструмента и его пещеру бессмертного на острове малого пространства. Если прибавить ко всему этому потерю магических инструментов во время его боя со старейшиной ГУ, это действительно было большим огорчением. Пока Ханьли летел так быстро, как только мог, он невольно рассмеялся над собой горькой улыбкой.
Но по сравнению с катастрофическими судьбами других культиваторов стадии заложения фундамента, он не мог жаловаться. Ему хотя бы удалось сохранить свою жизнь. Утешая себя таким образом, сердце Ханьли внезапно вздрогнуло. Он тут же достал сумку для хранения старейшины ГУ. Пока Ханьли скрывался под толщей океана, он не исследовал ее содержимое. Теперь настало время взглянуть на нее. Разумеется, культиватор стадии формирования ядра не мог быть слишком бедным. Если бы удача была на его стороне, он с легкостью мог возместить свои потери. Погрузив духовное чутье в сумку для хранения, Ханьли нашел 80 духовных камней среднего ранга и ликовал от радости. Этот старейшина ГУ был действительно достаточно богат, раз у него было такое количество духовных камней среднего ранга. Может быть, старейшина ГУ был похож на него и всегда носил все свои вещи с собой. В этом случае не было ничего необычного в таком количестве духовных камней для культиватора стадии формирования ядра. Таким образом, Ханьли отвлек свое внимание от духовных камней и стал дальше исследовать сумку на наличие других предметов. Внутри он обнаружил желтую, нефритовую бутылку, высотой в 1 дюйм, 2 талисмана синего и желтого цвета, книгу и сферу, искрящиеся синим сиянием. Остальные предметы в глазах Ханьли не представляли никакого интереса. Книга была совершенно обычной. Это была техника культивации высокого ранга, техника земляного огня. Однако нельзя было сказать, что это была какая-то редкая техника. Однако Ханьли очень обрадовали 2 талисмана, которые оказались талисманами сокровищ, несмотря на то, что он не знал их названий. На одном из них был изображен маленький золотой меч, а на другом — синий дракон. Затем Ханьли достал сферу и какое-то время вертел ее в своих руках. В конце концов, он убедился, что это было ядро демонического зверя 5 класса, крайне ценный предмет. Наконец, маленькая, ничем не примечательная бутылка. Когда Ханьли открыл ее, внутри он увидел 5 больших желтых таблеток размером с большой палец. Эти таблетки были совершенно одинаковыми, были яркого цвета, идеальную форму и фантастический аромат. Таблетки падающей пыли. Ханьли изумленно уставился на таблетки в руке. Хотя он никогда прежде не видел их, они соответствовали описанию таблеток падающей пыли. В таком случае, что еще это могло быть? Глава 385. Остров морской обезьяны. Ханьли осторожно взял таблетку между 2 пальцами и поднес ее к своим глазам, чтобы тщательно осмотреться ее. Осмотрев, на его лице появилась слабая улыбка. Казалось, что ожесточенное сражение и бегство не были потрачены впустую. Поскольку он заполучил несколько таблеток падающей пыли, его шанс достигнуть стадии формирования ядра возросли в несколько раз. После тщательного осмотра таблеток, он аккуратно сложил их в бутылку и убрал свою сумку для хранения. Теперь Ханьли было необходимо найти безопасное место для культивации с обильной духовной ци. До тех пор, пока Ханьли или Кривая Душа не достигли стадии формирования ядра, у них нет шансов сражать с культиваторами стадии формирования ядра, если он выследит их. Однако, достигнуть стадии формирования ядра было просто невозможно за короткий промежуток времени. Помимо прирожденных гениев, которых благословленных небесными духовными корнями, другим культиваторам требовалось большое количество духовных камней и времени, чтобы прорваться через узкое место. Духовная снежная вода и жидкий небесный огонь — 2 наиболее необходимых материала, которые могли помочь культиваторам сформировать ядро. Несмотря на то, что они не могли существенно помочь в этом, скорость роста культивации без этих предметов была настолько незначительной, что культиваторы только плевались кровью от злости. Хотя официальной статистики не было, ходили слухи, что вероятность успеха в этом случае составляла менее 1%. Помимо этих 2 предметов, многие другие духовные лекарственные таблетки можно было использовать для увеличения шансов на успех в создании ядра, но ни один из них не был столь же эффективен, как духовная снежная вода и жидкий небесный огонь. К сожалению, многократный прием этих лекарственных веществ также был неэффективным. Это не было похоже на усовершенствование ци во время медитации, где важно было принять оптимальное количество духовных таблеток. В этом случае, скорее всего, мог произойти обратный эффект. Но самым смешным было то, что эффект других лекарственных средств не только намного уступал эффекту духовной снежной воды и жидкому небесному огню, но эти духовные растения было намного сложно найти. Кроме того, для этих лекарственных средств часто требовались несколько тысячелетних растений. У обычных культиваторов не было возможности получить их. В лучшем случае они смогли бы раздобыть только 1 или 2 роскошных дополнения к их духовной снежной воде и жидкому небесному огню. Конечно, эти проблемы совершенно не касались Ханьли.
Помимо таблеток, требующих нескольких редких духовных трав, о которых он никогда не слышал, он усовершенствовал более 10 духовных лекарственных средств, которые могли помочь ему достичь стадии формирования ядра. Все они находились в его для хранения. Но самое удивительное было то, что все эти лекарственные средства не требовали их совершенствования с помощью истинного огня. Их было можно легко создать, смешав все ингредиенты, как лекарства в смертном мире. Кроме того, формулы этих таблеток можно было легко найти в древних манускриптах. Когда Хань Ли только обнаружил их, он долго не мог прийти в себя от удивления. Даже по сей день он был немного в шоке от этого. Что касается 5 таблеток падающей пыли, которые он нашел в сумке для хранения старейшины ГУ, они были чрезвычайно редкими дополнительными лекарственными средствами, которые желали заполучить все культиваторы, которые были на пороге прорыва к стадии формирования ядра. С помощью всех этих лекарственных средств вероятность успеха в достижении стадии формирования ядра была значительно выше, чем без них. Согласно расчетам Хань Ли, его невероятно экстравагантный метод в создании ядра увеличил его шансы на успех чуть больше, чем на 10% по сравнению с другими культиваторами. В целом, применение этих лекарственных средств было намного полезнее, чем без них. Но это было только мнение Хань Ли. Кроме того, войти в стадию формирования ядра было невозможно всего за несколько дней или полмесяца. Согласно древним записям и опыту по формированию ядра Ли Хуаюня, бывшего мастера Хань Ли, ему потребовалось бы от 3 до 5 лет. Конкретная продолжительность зависит от таланта человека. Чтобы улучшить свои шансы на успех, Хань Ли было необходимо избегать сильных эмоций, любых битв с другими культиваторами и найти место с приемлемой плотностью духовной ци. Таким образом, Хань Ли было необходимо найти остров для своей уединенной культивации и попытаться создать ядро, даже если на нем была слабая духовная ци. Думая таким образом, Хань Ли достал нефритовую пластину, на которой была огромная карта морей с островом Отважных звезд и 2 другими главными островами в центре. Хань Ли погрузил свое духовное чутье в пластинку на некоторое время. После того, как он наконец нашел свое приблизительное местоположение, он стал искать отдаленные острова небольшого размера. По прошествии времени, которое потребовалось бы, чтобы приготовить еду, Хань Ли отозвал свое духовное чутье с нефритовой пластинки с задумчивым выражением лица. Он посмотрел на море и пылающее солнце в небе, выбрал направление и, превратившись в полоску белого света, исчез за горизонтом. По пути Хань Ли останавливался на нескольких заброшенных островах, чтобы восстановить свою магическую силу. Он избегал любых обитаемых островов, поскольку боялся наткнуться на своих преследователей. После неоднократного изменения направления Хань Ли наконец нашел регион, в который он хотел лететь, и быстро направился туда. 2 месяца спустя Хань Ли и Кривая Душа появились над удаленным островом. Этот остров был не таким большим, как остров Отважных звезд, но он был немного больше, чем обычные небольшие острова. Его можно было считать островом среднего размера. Остров, на который Хань Ли так долго добирался, назывался остров морской обезьяны. На острове было мало смертных и не было культиваторов выше стадии концентрации ци, а также у этого острова не было владыки. Это был свободный остров, где каждый человек мог приходить и уходить в любое время. Что касается названия острова, то оно было обусловлено наличием на нем низкоранговых демонических зверей, морских обезьян. Этот демонический зверь почти ничем не отличался от обычной обезьяны, помимо его способности использовать малую технику волшебной водяной стрелы и развитого интеллекта. В зрелом возрасте она была почти такой же умной, как 8-летний ребенок. Культиваторы часто использовали этих животных в качестве рабочей силы в своей пещере Бессмертного. Несмотря на то, что морские обезьяны считались демоническими зверьми, их мог починить даже культиватор на 6-м уровне стадии концентрации ци. Таким образом, несколько небольших кораблей прибывали каждый год, нанимая низкоранговых культиваторов для захвата и продажи зверей. Было несколько мелких торговцев, которые коллективно создали ограничительное заклинание на острове, установив таким образом что-то вроде магазина, где люди могли круглый год покупать морских обезьян. С тех пор остров стали намного чаще посещать корабли и уплывать с большим количеством морских обезьян. Таким образом, остров стал отправной точкой для низкоранговых культиваторов, стремящихся приобрести духовные камни. Но после того, как было установлено ограничительное заклинание, культиваторы-отступники стали подолгу оставаться на острове морской обезьяны, поскольку на острове была массивная духовая вена. Хотя духовную ци этой вены нельзя было назвать исключительной, она была настолько большой и широкой, что весь остров был пригоден для культиваторов низкого уровня. Поскольку на острове морской обезьяны не было духовных источников или любых других плотных районов духовной ци по сравнению с другими островами, на острове не возникали конфликты между высокоуровневыми культиваторами.
Благодаря такой слабой духовной ци и специализации местных жителей на ловле обезьян, остров стал свободной землей для низкоуровневых культиваторов и избежал подчинения главному острову. Несмотря на то, что на острове иногда появлялись культиваторы стадии заложения фундамента или формирования ядра, они проходили мимо. Этот остров был исключительно благоприятным местом для того, чтобы Ханьли мог скрыться здесь, чтобы прорваться к стадии формирования ядра. 2 дня спустя Ханьли стоял на пике какой-то пустынной горы острова. Глядя на свое вновь созданное временное жилье в пещере, он испытывал большое удовлетворение. Помимо простенького сада духовных растений и 2 секретных комнат, в ней не было никаких других сложных конструкций. Ханьли поставил обычное ограничительное заклинание, чтобы установить тайную формацию у входа в пещеру, а также выпустил 2 кровавых пауков из своего мешка для хранения, заставив их охранять вход в пещеру. Спустя годы усиленного питания 2 белых паука стали больше Ханьли по росту и на 2 уровня, став высокоранговыми демонами, способными легко справиться с обычными культиваторами стадии концентрации ци. К сожалению, Ханьли оставил всех своих чудесных жуков в своей настоящей пещере бессмертного на острове малого пространства. Ханьли предположил, что те, кто хотел убить его, определенно обыскали бы его пещеру бессмертного на острове малого пространства. Хотя ложная и настоящая бессмертная пещера были скрыты 3 великими формациями, они не смогли бы долго выдерживать атаки культиватора стадии формирования ядра. Что касается его ложной бессмертной пещеры, это, несомненно, была бы легко раскрыта. Но, по оценкам Ханьли, вероятность того, что его настоящая пещера бессмертного будет найдена, была на 50%. Это было потому, что проход в его настоящую пещеру был скрыт смертными механизмами, а не любыми легко воспринимаемыми формальными заклинаниями. Его вход был хитро заблокирован огромным, выгравированным каменным стулом. Если бы кто-то из его врагов обнаружил только ложную пещеру Ханьли, он бы не нашел там ничего необычного. Но если бы его пещеру обыскали более тщательно, это был бы весьма неудачный поворот событий для Ханьли. В конце концов, на другой горе находились его чудесные жуки с уникальной аурой. Это определенно было бы трудно скрыть от духовного чутья культиватора стадии формирования ядра. Хотя Ханьли не хотел расставаться со своими чудесными жуками, которых он еще не смог приручить, ему ничего не оставалось, кроме как смириться с судьбой. Даже если бы он их не кормили в течение 6 лет, они все равно должны были выжить. Такая ситуация происходила и раньше. С такими размытыми мыслями Ханьли и Кривая Душа вошли в свои собственные комнаты.